Две новости. Первая. Всех мужчин, граждан Украины, выгоняют из Германии, а Канада запустила процесс рассмотрения возможного безвиза для всех украинцев. Ну что, две нашумевшие новости на сегодня. Сегодня 15 апреля. Вчера, 14 апреля, была встреча двух лидеров. Это Фридрих Мерц и Владимир Зеленский. Встретились, и якобы было решено о том, что всех мужчин-украинцев будут из Германии высылать. Ситуация следующая. Распространяются слухи о том, что якобы уже 7 тысяч мужчин было выслано или планируется выслать. Все это фейки, никому не верьте. Что было решено? Германия выразила готовность помогать. Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддерживает усилия Киева по ограничению выезда мужчин и будет способствовать их возвращению на родину для защиты страны и ее восстановления. Позиция Украины следующая. Владимир Зеленский подчеркнул, что те, кто покинул страну незаконно, должны вернуться для ротации солдат на фронте. Вопросом их возвращения должны заниматься соответствующие службы обеих стран. Все это будет решаться в правительстве. Все это не так быстро. И касается это только тех мужчин, которые каким-либо образом незаконно пересекли границу Украины с Евросоюзом. Соответственно, если это были многодетные отцы и легально пересекли границу, либо же какие-то другие категории, я не знаю, особо не вдавался в подробности, но их, либо же те, которые пересекли границу до начала полномасштабного вторжения, то это касаться их не будет. Но и важный нюанс. Прямых заявлений о силовой депортации прямо сейчас в правительстве Германии еще не прозвучало. Речь идет о создании условий, при которых оставаться в Германии станет намного сложнее, а возвращаться логичнее. Ну и как юридически на данный момент мужчины в Германии защищены? Германия официально продлила действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года. И это обозначает, что те, кто уже имеет вид на жительство по параграфу 24, сохраняют право на проживание, работу и социальную помощь. Массово лишить этого статуса сотни тысяч людей юридически крайне сложно. Ну и теперь хорошая новость. Это безвиз для всех украинцев в Канаду. Хотя здесь тоже не все так просто. Политика миграционная Канады уже не первый раз делает такую акцию, назовем это так, чтобы принять других граждан других стран. Если вы знаете, то в Канаде самая большая украинская диаспора. В Канаде и, насколько я знаю, вообще даже в мире самая крупная диаспора. Ну и так, 13 апреля на партийном съезде правящая либеральная партия Канады поддержала резолюцию об отмене виз для краткосрочных поездок украинцев до 90 дней. Это значит, что планируется переход на систему ЭТА, электронное разрешение на въезд, по аналогии с гражданами Евросоюза. Важно то, что решение пока еще носит политический характер и еще не вступило в силу на государственном уровне. На данный момент украинцам по-прежнему требуется стандартная виза. Но на это принятие решения в правительстве потребуется около 2-3 месяцев, скорее всего. И если это все пройдет, то вступит в силу. Предыдущая такая подобная программа миграции украинцев в Канаду была еще в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения. Называлась она Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel. Это специальная программа, которую правительство Канады запустило в марте 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение. И если говорить просто, это был упрощенный и ускоренный путь для украинцев, позволяющий получить разрешение на въезд, работу и проживание на территории Канады. Чисто технически это была гостевая виза, которая дается обычно на 6 месяцев, но она давалась на 3 года с правом на работу. Так что не поддавайтесь панике. Время покажет. Все равно это займет какое-то время и в правительстве Германии, и в правительстве Канады. Так что потихонечку, если планируете, то пакуйте чемоданы. Вот. И всего хорошего. Подписывайтесь на канал. Пока.